Всем привет, меня зовут Дарья Спейс, и сегодня у нас очередной обзор скетчбука, который все так ждали. Этот за конец июня... За что? За конец июня до середины июля, наверное, где-то так. Вот. По наклейкам вот эти вот мои, а остальные со всяких мелких магазинчиков с Etsy. Тут всего 20 страниц, он самодельный, на скобах, бумага обычная для черчения. Вот, и я успела за месяц его замырать айдану, потому что таскала просто везде, но не всегда рисовала почему-то. Вот, и он заполнен с каждой страницы. Ей, с каждой стороны. Все, везде картинки. Никаких там разумных использований свободного места. Вот. Так что начнем. И, кстати, я его полностью отсканировала и выложила на Gumroad также. Вот, так что, если кому интересно, оставлю ссылку. И да, здесь написано. Когда начинала, когда заканчивала, это большое спасибо девочке, которая прислала мне ранний подарок на день рождения, на мой юбилей. Вот. И там были такие наклеечки, сердечки. И я, наверное, сколько их хватит сердечек в каждом скетчбуке на форзацию буду клеить. Так что вот. Я вообще такая была дико уверенная, и в отпуск взяла аж 3 скетчбука, потому что вспомнила, что один единственный раз когда-то я закончила его за неделю, и думаю, мне, наверное, будет мало. Но при этом я не помнила, какого качества там были скетчи, и что рисовала я там не с каждой стороны, поэтому на этот скетчбук ушел почти месяц. Это дивули, которых я рисовала в самолете. Не знаю, мне всегда очень скучно лететь в самолете. Я всегда что-то рисую, мне никогда не нравится, потому что, в целом состояние какое-то хреновенькое, и столик этот обычно шаткий, поэтому ничего хорошего ожидать не стоит. Вот. Это мы сидели, по-моему, уже на мой день рождения или немножко позже. Вот это точно, по-моему, на мой день рождения. Уже под вечер мы сидели в Маке, и я рисовала Машины руки. Маша моя подруга. Вот. А здесь просто красивые ребята. По моде такие, не знаю. И да, здесь все будет выполнено практически цветными карандашами, и местами будет тушь, как здесь, и линеры черные. Не зря же я их купила, надо же пользоваться. Вот. Это я с чего-то решила порисовать национальный костюм, и почему-то наткнулась именно на сербский. Решила немножко укоротить юбку, чтобы это было как бы модно. Вот. Поэтому вот такая вот деваха вышла. И да, здесь и зеленая, и красная тушь, и все на этом остальное все карандаши. Тут снова руки. Вообще, надо больше рисовать рук, на самом деле, потому что, я не знаю, какого количества хватит, чтобы наконец-то стать уверенным и рисовать их везде, я не знаю, не обрезать по плечи и все такое. Я не знаю. Я буду пытаться, но, в принципе, после вот таких маленьких скетчей уже как-то легче получается, на самом деле. Ты быстрее начинаешь строить, сразу понимаешь, как что должно быть примерно, даже без... не знаю, собственных референсов. Вот. Так что да, рисуйте все руки. Здесь тоже оранжевая и красная тушь. На самом деле, не знаю, тут такие скетчи, о которых рассказывать о тонком нечего. Так что не знаю, насколько этот обзор будет интересным. Это я решила, что скетчи по собственным куклам — это отличная идея. Тех, кто помнит, я рисовала Фрэнки, которую переделала в прошлом скетчбуке где-то под конец. Вот. А здесь я решила нарисовать теперь эту. И это тоже она. Не знаю, на самом деле не очень похоже, но идея мне все равно нравится, поэтому, скорее всего, продолжу так это по чуть-чуть хотя бы рисовать. А это дешевые наклейки с холодным сердцем. Ей. Они тут еще будут мелькать, потому что они дешевые, их было много. Точнее, их много, потому что они дешевые. Вот. А это тоже пыталась рисовать Билли, Инвизи Билли, которого я тоже переделывала.
Вот. И вообще я его хочу себе оставить. По идее, он висит на продажу, но я хочу его оставить, потому что я люблю его. Не знаю, вот именно они с Фрэнки очень круто вышли, поэтому, скорее всего, приберегу для себя. Это, на самом деле, не очень удачный скетч. Я хотела его залепить, но почему-то не сделала этого. Я вообще, как приехала с отпуска, как-то кинула его на полку, этот скетчбук, и все, и забыла про него. Мне даже искать пришлось для того, чтобы обзор снять. Думаю, я потеряла скетчбук, клево. Вот. Это я устраивала сходку. Кстати, блин, такая история. Я на самом деле уже не знаю, как можно полагаться на какие-то опросы вообще на подписчиков ВК. Потому что, блин, перед отъездом я устраивала опрос, типа, если я устрою сходку, кто придет? Я хотела устроить в Москве и в Киеве, собственно, я это и сделала. Но на Москву проголосовало 100 с лишним человек, а пришло всего лишь 2. И одна девочка пришла за наклейками, которые я заказала. Я сижу такая, клево, очень. Потом, правда, подошла еще Саша, и мне всегда с ней весело, поэтому ничего страшного. А в Киеве потом пришло немножко больше народу, где-то 6 или 7 человек в итоге у нас было, но все равно, ребят, если я прошу голосовать серьезно, пожалуйста, голосуйте серьезно. Вот. Это я рисовала уже под конец сходки, мы зашли в какой-то торговый центр и уселись все. Вот. Это я вспомнила про то, что у меня есть персонажи и Лайм и Нейль, которых я люблю, наверное, больше всех. Рисовать, по крайней мере. Я не знаю, мне на других как-то настроения не хватает, желания какого-то. А это мы уже уселись с Риной рисовать где-то на этой же неделе, по-моему. Вот, поболтали с ней довольно мило. И русалки. Вот, с этого времени, наверное, пошли русалки. А потом Рина еще попросила себе одну. А потом под конец отпуска я еще нарисовала вот эту вот шикарную русалку акварелью на А4. А4. Серьезно, А4 формат. Я уже не знаю, сколько лет не рисовала чего-то. Вот больше, наверное, А5 примерно. По крайней мере, чисто потому, что у меня нет места для того, чтобы рисовать на больших форматах. Дома я могла присобачить к стене и рисовать спокойно себе акварелькой на А3, но здесь нет условий. Вот, довольно мило посидели. Здесь у нас русалка и недофей, у которого очень странная одежда, какие-то лосины. Я не знаю. И стреляет он, видимо, мыльными пузырями. Да ладно. Еще у него крылья, на которых он не полетит никуда, потому что слишком маленький. Бывает. Здесь тоже довольно прикольный скетч. Это красная тушь и цветные карандаши. Очень клево. Вообще на бумагу для черчения. Вот как раз, кстати, после дико долгого периода, когда я рисовала в скетчбуках Инфолио с их тоненькой бумагой, которая тонко не держит тушь, такой кайф было рисовать на этой. Серьезно. Для черчения это просто конфетка. Она держит и карандаши, и тушь, и немножко акварели, если захочешь. Короче, вот для скетчей самое то. Вот я сделала линеры и тушь, и что, ничего не видно. Серьезно, ничего не видно. Тут заливка целая. Так что берите все бумагу для черчения, она классная. А здесь я записывала такую штуку. Это что-то вроде того, что я делала до этого с рандомными вещами, где был генератор, и он выдавал всякие рандомные вещи вроде ложки, подушки, что-то в этом роде. Только на этот раз я написала в паблике, чтобы люди написали в комментах любое слово, которое им придет в голову, любой предмет, что угодно. Вот. И выписала то, что мне нравилось больше всего, но из этого нарисовала очень мало. То, что я ввела, это все, что я нарисовала. Вот. Здесь у нас были бананы. Это мы сидели в KFC. Вот. Было довольно весело. Бананы на футболке. И только. Вот. Здесь я почему-то решила порисовать узорчики какие-то, хотя они очень такие стрёмненькие, кроме вот этого, пожалуй. Вот. Потому что у меня все с этим плохо. На самом деле. У меня в основном все штриховочка и все, никаких там, я не знаю, орнаментов, что ли, нету. И здесь опять какая-то
фантазия на тему сербских костюмов, из того, что я помнила. Вообще, я хотела сначала нарисовать парнишу, поэтому у нее такие широкие плечи, а потом как-то не пошло, и опа, это деваха, но она какая-то слишком качок. Потому что должна быть парнем, я не знаю. Все очень сложно. И еще ручки. Это летняя дамочка. На самом деле, за это лето я нарисовала столько всякого. Ну, может, не очень много, но для меня это больше, чем обычно. Всяких таких летних штучек с коктейльчиками, со шляпами, там, летние платья, лето, все такое веселое. На самом деле, я сидела дома, гуляла очень редко, и искупалась всего один раз, и съела один нормальный арбуз, и все. У меня очень редко бывает хорошее лето, на самом деле. Ну, не об этом. Это я уже рисовала со своих рук, чисто так, по-быстренькому, чтобы место заполнить. Еще узорчики на этот раз цветными карандашами. И желтые туши карандаши. Тут была тема подушка. А здесь, по-моему, шляпа была, кстати. То есть вот к этому всему. Вот. Здесь снова подушка и снова какой-то парниша с глазами-татушками. Я не знаю, почему мне так прикололо рисовать их в то время. Вот. И по цветам все очень странно выглядит. Я пыталась как-то вытянуть это все, но вышло как вышло, и мне непонятно, нравится или нет. Так, это пыталась перспективу. И мне бы серьезно засесть за это дело и порисовать всякие домики и прочее, но все никак не сяду. Вот. И рандомные ребятки. Я не помню, здесь уже, по-моему, не было никакой темы. Вот. Но они очень классные. Я всегда очень, как сказать, с осторожностью работаю, когда с осторожностью рисую скетчи карандашом и линером, потому что, ну, сложновато так, чтобы вышло норм. Но здесь из-за того, что толщина была маленькая, вышло довольно клево. Вот. Прозрачные футболочки One Love. Здесь была тема тортик, насколько я помню, и в итоге я заскетчила просто кучу всяких штук на тему а-ля день рождения, я не знаю. Вот. И девочка тоже довольно странная, тоже не могу понять, нравится мне эта страница или нет. Это самый классный разворот, я его даже, наверное, на этот тамбнейл поставлю. Какие-то словечки-то. Просто очень крутые ребята, не знаю. Я причем села, по-моему, за раз вот все вот это сделала. Было много свободного времени, как-то не было каких-то дел на день. Поэтому я села в кресло и такая, сейчас буду фигачить. И в итоге сделала вот это. На самом деле шикарно. Здесь какие-то штучки с аксессуарами, пыталась придумывать какие-то побрякушки. Очень классный чувак. Очень классный. Я хочу его пиджак. И вообще он очень классный. И, кстати, вообще без каких-то референсов просто села и нарисовала то, что пришло в голову чисто по одежке. Хотя обычно я думаю, что у меня с одежкой все очень туго. Тоже очень классный, но не совсем веселый разворот. Некоторые люди знают, что это, некоторые нет. Объяснять так я не очень-то хочу, поэтому вот. Просто очень классный разворот. Данте, потому что надо рисовать Данте, когда тебе грустно. Какие-то закосы под Мелани, и вот это тоже сначала было половинчатым, то есть половина светлая, половина темная, но потом я как-то заштриховала, и это все слилось. Очень стрёмный пупс, который был в одной квартире, где я жила. Он был стрёмный. Я на самом деле никогда не думала, что могу бояться таких пупсов, но он был просто стрёмный. Вот. Классный разворот, но довольно грустный. И спасибо за наклеечку одной девочки. Она знает, наверное. Опять-таки летние штуки, купальники. Хотя сама покупалась один раз. Угу. Давайте нарисуем купальники. Вот. Это, кстати, решила нарисовать полненьких девочек, когда поняла, что сама пухленькая. Поэтому вот. Они довольно милые. Даже с растяжками, я не знаю, с такими ляшечками все равно очень мило. Вот. Снова Лайм и Нейль, потому что почему нет? Попытка в Мэтта, но он не похож. И тут, кстати,
Нет, я не хочу рассказывать эту историю, потому что вам очень стрёмно. И вспоминать бы не хотелось. А здесь я ходила в галерею, где была всего одна выставка, и порисовала с экспонатов, то есть там были и картины, и то есть живопись, графика и скульптуры, и я порисовала со всякого разного. И это была выставка Олега Денисенко, записала чисто, чтобы не забыть. Да уж, теперь главный враг мой не постоянно отключающаяся камера, а низкий заряд батарейки в целом. Надо бы уже давно купить вторую, чтобы не было такого больше, но не сейчас. Так что мы продолжим. Это я рисовала, когда я сидела поздно вечером в Маке. Одна одинешенька, я не знаю, почему-то решила нарисовать цветочного парнишу. Все как обычно, ничего такого. Ну, руки разве только включила, тоже все с головы. Пытаюсь больше не прятать. Еще одна Эльза. Стикеры, их тут будет много, я уже сказала. Очередная попытка в корги. Никогда, наверное, не смогу их нарисовать по-нормальному. Рыбки и листочки. Просто так. Больше стикеров, олов. Здесь очень круто вышла рука и вообще все его тело, но лицо мне не понравилось категорически, я залепила его наклейками. А это тоже дамочка с протезами. Рука уж точно, с ногами я не определилась. Возможно, это будет просто колготки. Не знаю, почему-то понравилась тема с протезами, особенно в таком стиле будущего, я не знаю. Еще больше узорчиков. Тут просто сделала заливки тушью разных цветов и взяла линеры, которые есть разной толщины. Из всех нравится, в принципе, вот этот ряд, вот эта штучка. А здесь, ну, в принципе, вот кроме вот этого, тоже прикольно выглядит. Довольно забавное занятие. Единственное, у меня пока не сильно это хватает, я не знаю, фантазии, воображения, чтобы делать реально что-то совсем иное. То есть, если посмотреть, то это все равно, ну, повторяется немножко. Просто формы немного другие. Вот. И ребята, которые очень классные. Тут опять-таки тема с татушками. До этого тоже рисовала что-то подобное. Но, блин, очень классно. И он такой пафосный вышел. И волосы шикарные. Вообще все очень нравится. И дамочка тоже ничего. Грустный смайлик, потому что я поняла, что больше не могу в Дарину и Рика. Ясно дело, потому что я не рисовала их кучу месяцев уже. И вообще странно. Почему мне что-то нравится, но я это не рисую, потому что мне страшно. Это, наверное, единственный пиринг, ну, кроме Спайди и Дэдпула, наверное, который я реально просто боюсь рисовать. Не знаю почему, но вот так получается. И еще больше стикеров. Это я выписала надпись с футболки одной девушки, которую видела в Маке. Это было очень странно. Она реально странная. Еще там были стразы. Что? Еще больше русалок, они как будто воительницы, я не знаю. Хотела сначала нарисовать какой-то скипетр, не скипетр или гарпун, что-то в этом роде, но потом оно не вписалось, я сделала просто какие-то треугольнички, потому что у нее вот сережки и корона как бы в тему. Вот. По-моему, не, предпоследний. Попытки ртуть разных самых, еще больше ртути и Алая ведьма, которая не удалась, но я люблю ее как персонажа, поэтому буду пытаться еще. У меня еще лежит в диджитале недоделка, хотя там тоже нормально выходит, но я почему-то не хочу пока за нее садиться. И да, уже выглядывает солнце, видны полосочки. Это я пыталась сделать недоэскизы куклам, которые как бы сделала бы, когда вернулась домой, но что-то пока не сажусь за них совсем. Пока только с заказами разбираюсь и все такое. Это тоже нарисовала несколько корон, чтобы заполнить место, какие-то недопопытки в чертополох. И парень с летающей короной, которая ему явно велика. Мне нравится идея с татушками на шее. Татушки.
Вот, а это уже последняя страница. Опять-таки скетч, чтобы запомнить место. И очередные грустные пересушки в Маке поздно вечером. Просто рядом с моим хостелом находился Мак, который как до 11, по-моему, работал, и я сидела там одна. Ей! Отпуск просто на высоте. И девушки из Ever After, это у нас Рейвен и я не помню. Я помню, что она Чарминг, а имени ее не помню. Извиняюсь. Вот. И на этом все. Адрес. Не палить адрес. На этом все. Сейчас я, наверное, буду рисовать в таком же. И обзор постараюсь сделать следующий еще через месяц. Пишите, если вам понравилось. Уже теперь конкретная такая полосочка. Ой-ой. Вот. Пишите, если вам понравилось. Раз уж все так ждали этот обзор, вот. Счастье, радость должна быть. Опять что я несу? Вот. Я очень рада, что все так клево восприняли видос с темперой, поэтому определенно сниму что-нибудь еще. Спасибо вам за комментарии. Это очень радует. Вот. У меня на этом все. Спасибо, что смотрели. И пока. До следующего видео.